Как ты себя ощущаешь? О, не получается мелодия. Пойду в Симачев, поплачу. По чесноку волнуешься? Я даже сейчас встану. Почему именно она представляет русских женщин? Как могут таджикские розы расти в Они московском очень климате? хорошо тут растут. У меня был период, когда мне было стыдно говорить, что я из Таджикистана. Но мне очень сейчас за это стыдно. И что ты себе говоришь? Что с тобой все в порядке. Я в ответе за всех тех, кто ко мне хорошо отнеслись. Я теперь хочу хорошо относиться к другим. Выпрямить спину и просто кайфовать. Спой. Только можно я чуть-чуть настроюсь, ладно? Ой, у меня мурашки пошли. Скажи, Гордеевой, скажи. У нас исторический момент, потому что впервые в истории голос «Скажи Гордеевой» Я хотела с этого начать сегодня, ты меня опередила. стал лицом «Скажи Гордеевой». Да, я думала прям, знаешь, ты мне задаешь вопрос, а я «Скажи Гордеевой». Ладно, а спела не так. А как там было? Скажи Гордеевой. Скажи Гордеевой, скажи. Скажи. Say to Гордеева. Say to me. Какой цвет? Красный. Вау! Под цвет моего нижнего белья. Да нет, ну правда, красный цвет, самый красивый цвет. Цвет революции, цвет жизни. Цвет победы. Цвет победы, цвет любви. Скажи Гордеевой, скажи, скажи. Мы встречаемся в непростой момент, когда ты находишься под прицелом примерно всех, включая Следственный комитет и ветеранские организации. Как ты себя под этим прицелом сейчас ощущаешь? Нормально. Ну, как человек скажу, что это не может не ранить, это не может не пугать, это не может не вызывать каких-то противоречивых чувств внутри. Но как русская женщина... Смотри, я разделила сейчас человека и русскую женщину. Меня сейчас ждет Русская женщина тоже человек, спокойно. Да, сейчас просто начнется череда комментариев. Нет, я просто скажу, что по-человечески сложно это увидеть, воспринимать, но на духовном уровне я точно знаю, что все, что сейчас происходит, помогает на самом деле проблемам решиться. Тот фокус внимания через меня на проблемы помогает многим переосмыслить их. Потому что я получаю огромное количество сообщений от людей, которые говорят: мы терпеть не можем твою музыку от слова вообще, но мы в шоке от реакции. Никто не думал, что существует такое количество ксенофобии, никто не думал, что такое вообще возможно. Еще недавно, когда Black Lives Matter были, какие были комментарии со стороны, да, как бы внутри нашего общества, что ну как это так? Но это только там может быть. Это может быть везде, где угодно. И данная ситуация тому доказательство, что, к сожалению, ксенофобия существует до сих пор. Стала ли ты аккуратнее следить за своими словами? Блин, Кать, честно скажу, вот это жесть, да. Мне так стыдно за это, с одной стороны. Как бы я вроде бы: эй, будь свободный, будь сильный, вообще ничего не бойся, неси ответственность за свои слова, у тебя есть свой выбор. Я это все осознаю, но, конечно, на каком-то внутреннем уровне появился этот страх. И мне он так бесит, и даже сейчас я сижу, и я переживаю, знаешь, я Ты пытаешься сама себя цензурировать? Не надо. Окей. У нас есть монтаж. Я в монтаже тебя. Хорошо. Вытащу только цензуру. А знаешь, вот ты так вот как-то смонтируешь, и все подумают, что я какая-то сучка. Представляешь? А так что все подумают, что ты хуй люди? Ладно, все, я сажусь. Ты в последние недели вообще как живешь? Не актуальный вопрос. Актуальный. Слушай, я не буду кокетничать, скажите честно, я этого хотела. Я счастлива очень сильно, что у меня нету времени даже на вдох, на выдох. Нету времени. Ты понимала, что у тебя есть внутренние силы пережить этот хейт и пережить вот то давление на тебя, которое сейчас оказывается? Да, потому что цель у меня больше, выше. Какая у тебя цель?
Но я знаю, что музыка, она останется на очень долгое время. Точно так же, как сегодня мы с тобой можем взять и включить песни Нины Симон, хотя ее уже нет. И мы можем услышать тот конфликт, который она поднимала вокруг афроамериканцев, да, и услышать ее боль, и почувствовать, как она была тогда права, и как ее песни до сих пор помогают обществу меняться. А чьи-то высказывания в СМИ, и не только в СМИ, и вообще в комментариях, они же останутся на несколько дней. Что они глобально могут изменить? Их будут слушать, включать в плеере, на пластинке через 50, 100, 150 лет? Нет. У меня цель сохранить себя и делать свою музыку. То, что я делала до этой поездки, и что я буду делать после. Для меня Евровидение — это не какая-то типа самоцель, единственная ступень в моей жизни. Это одна из. А нет такого, что вот я маленькая девочка, нахрена на меня столько обрушивается? Иногда бывает, это нормальное чувство, но оно проходит. Я могу покапризничать, я могу поплакать, я могу побыть в этом состоянии какое-то время, но потом я понимаю, что я не имею права. Я просто не имею права, потому что, ты знаешь, я очень долго думала вообще про то, откуда эта фраза появилась, встала и пошла, не только от Филиппа Киркорова в его высказывании. Не, у него там было «взяла и пошла отсюда». Это тоже было, знаешь, очень powerful. В розовой кофточке. Слушай, он, тогда как проинспайрил, этой фразой. Но вообще, откуда эта сила, когда женщина встает и говорит себе: все, вот я так дальше не могу, и я иду вот в ту сторону, даже если будет сложно, но я больше так не могу, я хочу менять что-то. У меня есть сила. Откуда она знает об этой силе? Она же проснулась с этой силой, да? Или она там, ей прописали какие-то медикаменты, она получила эту силу? Я не знаю. Я точно знаю, что эта сила, она основана на тех поколениях, которые были до тебя, понимаешь? О тех людях, которые были на твоем пути, которые случайно могли тебе помочь, я не знаю. Ты там упала, могли встать. Ты хотела попить, тебе дали стакан воды, знаешь? И вот такие мелочи, они накапливаются вокруг тебя постоянно. И если ты начинаешь обращать внимание на это, что тебя делало сильнее, тебя не только боль делает сильнее. Вот я хочу, немножко повернуть голову в другую сторону и сказать, что ты за счет своей благодарности за ту доброту, которую давал тебе мир, можешь сегодня сказать, что я полон сил, и я не имею права сдаваться, потому что я в ответе за всех тех, кто ко мне хорошо отнеслись, потому что я теперь хочу хорошо относиться к другим. Лихо. И я имею право, я имею право относиться хорошо к другим, и у меня есть на это силы и возможность. Главное, чтобы силы были. Силы точно есть, слушай. Сейчас ты увидишь, как они появляются. Пошли. Все, что ли? Бегать? Бегать? Ой, тоже на пробежке? Я на месте побегаю. Cold like 0 degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the. Wake up, get out the sheets. We came for one man, forget about peace. You take the west, I'll take on the east. I'ma put him in a cage, never let out the. I hear him chatting the noise. Еще немножко. 30 метров. 15 метров. Ну, пяу, пяу. О, Евровидение пошло. Все, ура. Мы победили. Поздравляю. Спасибо. Да, конечно. Что? Мне каждый раз Нормально. думаешь о том, как много еще надо. Да. Девочки еще бегут. Ну, сейчас уже полегче. Да, первое время было вообще ад. Зачем вы это делаете? Выносливость. Чтобы на сцене из-за нервов не сбилось дыхание. Ну и вообще в целом, чтобы быть в тонусе. Потому что для людей показывают только полуфинал и финал. А мы едем туда 6 мая, и там будет очень много репетиций, съемок и так далее. Что надо готовым быть к этому ритму, чтобы 22 числа выйти на сцену с полной чашей. Ты вот сами так придумали, кто-то посоветовал? Сами придумали. Ну, это понятно, что нужно делать, чтобы быть в тонусе и чтобы голод держался. Просто кардио.
То есть у нас не стоит какой-то там цели, что, ребята, срочно все садимся на правильное питание, берем лучшего диетолога. Не, у нас такого вообще нету. Мы просто там, каждый живет в своем ритме. И мы встречаемся пару раз в неделю, чтобы побегать вместе, чтобы попрыгать, попеть вместе, там, не знаю, взять огромный мяч и отжиматься или качать пресс и петь одновременно с этим. Ну и вообще для нас это просто такой челлендж. То есть ты следишь за своими словами, ты семья. Ты боишься за семью? Я боюсь за семью, да. А семье угрозы поступают? Ну, нет, семье не поступают угрозы, просто они же видят, что со мной происходит. И как вот представь, что ты видишь, что с твоим ребенком происходит что-то несправедливое. Ты будешь очень сильно переживать за своего ребенка. Мне больно от того, как находятся какие-то люди, которые начинают писать какие-то липовые, знаешь, сообщения, липовые в телеграм-каналах статьи про то, кто моя семья, откуда. И самое отвратительное, что во всех этих расследованиях они прикрепляют ссылки абсолютно там, некоторые вообще не относящиеся к делу, не подтверждающие информацию. Но люди, читая просто текст или заголовок, они даже не хотят анализировать, понимаешь? Они прочитали заголовок, какую-то ахинею, и все, они сделали вывод. И они уже живут с этим выводом. Но никто не проверяет факты. Давай по важным фактам пройдемся. Значит, у тебя есть дядя, который тебя пропихнул на Евровидение? Я бы очень хотела, чтобы у меня был дядя, который пропихнет меня на Евровидение. У меня есть дядя, совершенно замечательный человек, очень добрый человек. Он не пропихивал меня на Евровидение. Он вообще не имеет к этому никакого отношения. И он где работает? Он в Москве. Он у нас очень любит сажать цветы дома, знаешь, ухаживать за растениями, очень вкусно готовит. То есть он не топ-менеджер? Нет, он не топ-менеджер. Ну скажи, кто он по профессии? Я, честно говоря, даже не знаю толком его профессии. Блин. Но если бы эта профессия приносила бы вот эти деньги, о которых идет речь, то я была бы рада, я бы сделала бы еще больше хороших дел. От кого тебе поступило предложение участвовать в конкурсе отборочном? Мы сейчас даже еще не говорим про финал. От менеджмента дирекции Первого канала. Они просто сказали, что здравствуйте, вот, значит, не хотите ли вы поучаствовать? Если да, то какие у вас есть новые песни, которые еще не были опубликованы? Мы отправили, нам пришел ответ через сутки, что нам нравится вот эта песня. Отборочный тур 8 марта. То есть у вас есть 2 дня на то, чтобы подготовиться. Да ладно? Да. 2 дня? 2 дня. У меня песня была не дописана, мы ее за сутки дописывали. Более того, половина артистов, музыкантов, с кем мы это делали, находилась в Тель-Авиве, другая половина в Штатах, и как бы поэтому это все было в очень сложном порядке решить. Вы выглядите как олимпийская сборная. Все, поехали. Поле-поле-поле, я ж мало. Поле-поле-поле, так мало. Как пройти по полю из огня? Как пройти по полю, если ты одна? Ждать эти-то ручки. А кто подаст мне ручку? Девочки! Испокон веков с ночи до утра, с ночи ждем мы корабля, очень-очень ждем мы корабля, А чё ждать? Встала и пошла! Эй! Every Russian woman needs to know. You're strong enough, you're gonna break the wall. Every Russian woman needs to know. You're strong enough. Борются, все по кругу борются, да не молятся. Сын без отца, но сломанной фэмили не сломать меня. Так, встречаемся через неделю. Вы вот так гуськом ходите всю песню. Вокруг участка. You're strong enough, you're gonna break the wall, bitch. Кто автор текста? Я.
Читал ли Первый канал тот текст, который потом прочла Валентина Да, Матвиенко и ну, ничего в нем не конечно, поняла? Да, конечно, да. Как ты думаешь, что так удивило Валентину Матвиенко? Английский язык, рифмы, новая поэзия. Ну, все равно как-то хочется разобраться, Я да, же не что могу человек за так нее бесит. говорить, не могу я за нее говорить. Может, ей кто-то там науськал, да, типа сказал это в какой-то грубой форме, кто я. Никто не хочет анализировать информацию. Более того, я думаю, что она очень занятая женщина, и вряд ли у нее было время сесть, открыть текст и вот это делать, читать. Я не думаю, что у нее было времени даже послушать эту песню. И я вообще считаю правильно, что чтобы у нее не было времени слушать песни. Есть Почему? дела поважнее, мне кажется. Ожидала ли ты, что твое участие в отборочном конкурсе для поездки на Евровидение вызовет такой ажиотаж? Нет. Честно, нет. Где-то этот ажиотаж очень приятный, потому что я познакомилась за это время с таким количеством людей, на которых раньше я на мероприятиях смотрела так и думала, вау, прикольно, так классно когда-нибудь с ними пообщаться. Очень многие меня поддержали. А где-то был абсурд, потому что каждый по-своему воспринимает все в мире. То есть мы с тобой не можем сказать, да, одно единое мнение по отношению к какому-то одному единому объекту. А тут представь, что у нас страна огромная. У нас живет очень много людей в этой стране. И значит, столько же будет очень разных мнений. Такого хейта ни по одному поводу из тех, кто ездил от нас на Евровидение, я знаю, что, наверное, в случае с Димой Биланом просто не было на тот момент Инстаграма, социальных сетей. Дима Билан тоже не то, чтобы в Смоленске родился. Да. Он как раз и выступал в защиту меня, говоря о том, что я вообще-то тоже. Ты удивилась его поддержке? Вы же не знакомы. Очень приятно. Мы пересекались за кулисами несколько раз. Я знаю, что ему очень нравится песня «Сейчас дважды не случится». Он мне это очень искренне говорил за кулисами. А я, правда, могу определить, где искренне, где не искренне. И меня это сильно тронуло. И я поверила в его поддержку, когда он поддержал. Кто еще? Я не буду сейчас поименно всех называть, потому что это неправильно. Я сейчас забуду, мне будет потом из того, что тебя удивило, что вау, там вот он меня поддержал, или она? Ксения Анатольевна Собчак, например. Честно, я была в шоке. Она очень поддерживает и прям искренне сопереживает тому, что происходит. Первый канал – это не то, чтобы та организация, которая любит встревать в скандалы. Был ли разговор с менеджментом Первого канала о текущем скандале и о том, как из него выкарабкиваться? Был разговор очень серьезный, мы все сели, и мне сказали очень в жесткой форме, что Манижа, пожалуйста, будь собой. Пожалуйста, будь собой, ничего не бойся, все будет хорошо, мы в тебя верим. Ни разу за это время не было ситуации, в которой бы я усомнилась в их словах. И для меня это тоже шок. Представь, ты знаешь, что я артист, который возник благодаря социальным сетям. Что мы маленькой командой, всего, чего добились маленькой командой. И для меня, у меня не было эфиров на телевидении почти никогда, на радио, потому что телевидение... Ты к Урганту ходила? Я приходила со своей песней спеть и проанонсировать концерт. А когда ты идешь на телевидение, едешь на Евровидение, а это все равно телевизионная съемка, и телевизионная съемка – это всегда формат. А я такой постоянный загнобыш вне формата. И, конечно, когда мы победили отборочный, первая реакция была «Вау, счастье», а потом внутри мой этот внутренний перфекционист начал говорить: а если меня сейчас будут загонять в рамки, смогу ли я это пройти? Меня ни разу за это время Первый канал не загнал ни в одну рамку. Что для меня, правда, ощущение какой-то эйфории, радости и благодарности. Я хорошо, может быть, даже слишком хорошо знаю, что такое в подростковом возрасте остаться один на один со своей внешностью и не принять ее. В школе у меня довольно рано выросла грудь. Это, конечно, вызывало большой интерес, но выражался он в основном в обидных шуточках, дразнилках и комментариях. Дома я спросила: «Я красивая?» А мне ответили: на любителя. Кажется, больнее не придумаешь. Но потом очень важный, значимый для меня взрослый в мои 15 мне сказал: «Знаешь, с твоей внешностью нужно очень постараться быть умной». Я переживала ужасно долго, пока не поняла, он просто не знал,
как на самом деле устроен подросток. У тех, кто воспитывал нас, к сожалению, под рукой не было ничего, откуда они могли бы узнать, что подросток – это человек без кожи, ему все больно. Сегодня, благодаря бренду Dove, у нас есть возможность узнать все, что нужно для того, чтобы не сделать больно своим детям. Dove проводит уроки повышения самооценки в школах. В них уже приняли участие больше 600 тысяч подростков из 11 российских городов. А на сайте Dove есть целый гайд для родителей и подростков. Как устоять, как защитить себя и свои чувства, как научиться ценить себя и свою внешность, как полюбить себя в конце концов. Поверьте, это очень, очень важно. Потому что 42% девочек-подростков в России в возрасте от 10 до 17 лет негативно относятся к своей внешности. А каждый третий российский родитель хотел бы изменить внешность своего ребенка. Порой это приводит к трагическим последствиям. Пожалуйста, расскажите всем, кого вы знаете об этом проекте. Берегите себя и своих близких. Цените момент и старайтесь не делать больно. Зачем тебе вообще Евровидение? Ты человек, который уже когда-то пел на золотом граммофоне. Но это тогда была не Манижа, тогда это была Рукола, не сформировавшаяся девочка, которая не знала, что сказать, которая отражала то, что необходимо шоу-бизнесу, надевала то, что было необходимо шоу-бизнесу. У тебя были беленькие волосики? Красила волосы так, как было необходимо шоу-бизнесу. Сейчас все наоборот. Сейчас на сцену Евровидения я выхожу как Манижа, как человек, который уже не первый год делает то, что любит, то, во что верит. И сцена Евровидения до сих пор это огромная площадка, которая может объединить на 3 минуты, на 15 минут людей. Как не воспользоваться этой возможностью, особенно когда ты знаешь, что ты хочешь сказать. Для меня Евровидение — это не просто поехать спеть песню на английском языке. Я очень хорошо пою на английском языке. Я очень хорошо разбираюсь в музыке и могу делать разную музыку. Но для меня было важно ехать туда с месседжем на своем родном языке, на русском языке. То есть ты не будешь петь по-английски? Я не буду петь на английском. У меня будут там небольшое количество слов. Они есть сейчас, их можно услышать в всех цифровых площадках. Я говорю: every Russian woman needs to know you're strong enough, you're gonna break the wall. Это единственное, что буду говорить на английском. Все остальное я буду петь на русском языке. Поле, 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 я ж мало. Поле, 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 так мало. Как пройти по полю из огня? Как пройти по полю, если ты одна? Ждать что-то ручки. А кто подаст мне ручку, девочки? Испокон веков, с ночи до утра, с ночи ждем мы корабля. Очень-очень ждем мы корабля. А чё ждать? Встала и пошла. Более того, это решение очень, кстати, поддерживалось и Константином Львовичем Эрнстом, который сказал, что ни в коем случае. Это так круто, что ты едешь, и ты будешь петь на русском языке. Класс. Ну, я понимаю, что ты все не можешь сказать, там, типа, секретик. Что будет на сцене? Это же будет какой-то номер. Это будет не тот номер, который был на отборочном. Но он будет близок к нему, он будет схож, потому что, в первую очередь, я тот артист, который не любит скрываться за декорациями, 3D-проекциями, крутыми масштабными шоу. Для меня очень важно, чтобы у меня был микрофон в руках, чтобы классно играла музыка, и если не будет зрителей, была камера, в которой я буду петь, зная, что за ней сейчас все зрители. Но самый главный вопрос, который сейчас всех мучает, почему именно она представляет русских женщин? И на этот вопрос я отвечу на сцене. Там будет очень важный элемент в шоу, в котором мы увидим, кто есть русская женщина. Ой, у меня мурашки пошли. Мы увидим, кто она, русская женщина. Мы увидим. Давайте объясним, что значит здесь происходит и кто мы все такие, зачем мы здесь собрались. Мы собрались поговорить о русских женщинах, Да. вот таким прекрасным цветником. Если можно, давайте начнем отсюда. Я родилась в Праге, там познакомились мама с папой. Мама казашка, но у нас, в принципе, такая
как говорят про бабушку Умсунай, китаянка, да, сохранилась только одна фотография. Вот, папа русский, но тоже непонятно, там могут быть какие-то... А кем ты себя считаешь? Ну, скорее, кем я себя считаю? Как-то казашкой, наверное, больше. Но я не знаю, я как-то ценю и какие-то обе части. Ну, то есть я не могу определить. Я не знаю, непонятно. Когда как. Да. Зависит от настроения. Марго? Меня зовут Маргарита, я кастинг-директор. Я кастинг-директор здорового человека. Мне все очень красиво, и мне все очень нравится в жизни. И я не очень понимаю ситуацию, которая вокруг происходит. Наши артистки, наши коллеги. Потому что я смотрю на людей, и они такие красивые. Дело в том, что Марго очень помогала и помогает со всеми моими видеопроектами. Мы всегда вместе выбираем артистов, которые будут участвовать. И сейчас один из таких больших проектов – это Евровидение, в котором она мне тоже очень помогает. И она делала большой ресерч. Чтобы найти, наконец-таки, русских женщин. Найти русских женщин. Вот, и у нас вот прям есть такие папочки, презентации. Вот серьезно, вот если взглянуть туда, это просто, ну, это невероятно красиво. Я называю это фонтан любви и дружбы народов. Это о русской женщине. Серьезно. Русская женщина, серьезно, да. Марьям. Ты живешь в Москве. Я живу в Москве. Кем ты себя считаешь? Ну, с учетом того, что сейчас объясню, с учетом того, что у меня мама грузинка, папа у меня кубачинец, кубачинцы – это субэтнос даргинцев, а даргинцы – это одна из народностей Дагестана, да. А кем я себя? Я себя считаю кубачинкой, да. Кубачинкой, то есть по папе? Да. Ну, больше, потому что я родилась, выросла в Дагестане. В Грузии я бывала достаточно редко, ну и да, больше. Ты мусульманка? Да. Ты соблюдаешь все религиозные предписания, которые связаны с исламом? Ну, как все, я стараюсь. А как вот, девушке из Дагестана может прийти в голову заниматься проблемой, связанной с насилием? Вообще случайно, честно. То есть ко мне, когда пришла подружка и рассказала, что там ее изнасиловал двоюродный брат, и она не может к своей семье, у нее брат есть, папа, все. Я говорю, слушай, а почему ты не придешь? И она говорит, ну вот они скажут, что это я сама виновата, и что вот я такая была, он же других сестер не трогал, он же вот именно меня. И я просто, блин, как вообще? Как это? Это же твой брат, это твой папа. Как, что, блин, а к кому тогда идти за помощью? Когда я подняла эту тему, я думала, что большинство скажет, да, действительно, вот так не должно быть. А тут, блин, куча людей сидит и пишет, ну да, нормальную же не изнасилуют, а вот, наверное, она там что-то делала. Но после этого поста он просто, я не знаю, всполошил весь Дагестан, потому что ко мне каждый день стали приходить письма. Каждый день просто и электронная почта, и директ. И у меня было все забито. И мне было ужасно страшно, потому что я вообще не думала, что так выйдет. И все девочки писали о том, что вот с ними тоже все это происходило, и они тоже вынуждены молчать, потому что они боятся, что не то чтобы их не примут, их убьют дома, опозорила. Есть, к сожалению, такая практика, как убийство чести на Кавказе. Mm-hmm. Дальше я стала об этом говорить, и первые 1.5 года меня прям жестко травили. Ужасно травили, и мои фотографии были во всех этих группах ужасных. Призывали меня найти, убить, там, я не знаю, забить до смерти и так далее. Не стеснялись даже детей трогать. У меня 2 дочки, и то есть вообще вот, ну, ничего не стеснялись. А потом потихоньку начали принимать, что, оказывается, вот такая проблема действительно есть. Сейчас мусульманские проповедники открыли мне травлю, потому что опять-таки меня называют чуть ли не врагом ислама, за то, что типа вот она там прикрывается исламом, она не мусульманка никакая, она специально несет там идеи феминизма, короче. Вот. Ты несешь идеи феминизма? Ну, определенные, да. Но я не феминистка, потому что идеи феминизма расходятся с исламом, надо сказать, очень сильно, да, и, ну да, я поэтому тебя сразу спросила. Вот, но определенные идеи все-таки, да. Вот это парадокс, да, то есть
За то, что вы все говорите что-то, и я понемногу понимаю, что, я тоже, например, для восточного сообщества я выгляжу как, есть такое слово джаляб, да, типа там проститутка или там феминистка страшная. То есть Джаляб это сразу и проститутка, и семифеминистка. Феминистка это вообще у нас... это просто, типа, это считается оскорблением, да, что типа она вот вообще... А что хуже, проститутка или феминистка? Я не знаю, На честно. Кавказе феминистка хуже, честно. Ну, серьезно, это прям вообще. То есть, когда ты проститутка, ты только для себя проститутка. А когда ты феминистка, ты же отравляешь общество, понимаете? Меня зовут Линда Мендес Кинтана. Да. Можно просто Линда? Да, можно совершенно точно просто Линда. Я родилась и выросла в Москве, но так сложилось, что у меня огромный микс различных кровей и имя, соответственно, испанских корней. Вот, но со стороны отца это испанцы, латиноамериканцы, со стороны мамы есть арабские крови. И родилась и выросла я здесь, долгое время жила в статусе вообще лица без гражданства, потому что не было истории. То есть по законодательству как советскому, так и российскому, если нет родителей советских или российских граждан, то ты не можешь получить по рождению гражданство и паспорт. И, собственно, это был очень такой длительный путь в моей жизни, благодаря гражданскому свидетельству в том числе. Содействие. Да, мы встречались. Да. И в итоге получила я гражданство только в 2018 году, и в начале 2019 года я получила паспорт. Долгий путь, да. Очень, да. А сколько тебе лет сейчас? Сейчас мне 35, вот 15 марта исполнилось, мне 35. Вот. Нифига себе. Получается, Не в смысле, что нифига себе, что тебе 35, а в смысле, что ты так долго жила без паспорта. Кем ты себя считаешь? Это отличный вопрос. Когда вы задавали вот здесь, я понимала, что я на него ответа не знаю. То есть, когда Меладзе спел «Я повсюду иностранец, и повсюду я вроде бы свой», вот, я прям понимаю, как это «I feel ya». Потому что я здесь, я дома. Так что я не знаю, кем я себя считаю. Вот я ребенок дружбы народов в таком случае. Наверное, так. Василиса. У меня один дедушка русский, один дедушка из Конго, одна бабушка татаро-башкирка, и вторая бабушка, я не знаю, что там происходит. Там слишком много. Она очень похожа на армянку. Думал ли конголезец, что однажды он создаст семью с татаро-башкиркой? Ну, он приехал, как бы все случилось, и уехал. Так что как бы там вот такая ситуация была. В Уфу приехал, потусил, и как бы и папа мой родился. Вот. Хорошо. Спасибо ему большое. Да. Вот. И зовут тебя Василиса. Зовут меня Василиса Савоськина. Мне кажется, это максимальный шок-контент. Когда ты встречаешь Василиса Савоськина, ты, в принципе, какой-то образ в своей голове. Сразу, да, русые косы, сразу вот это вот начинается. И приходит Василиса. Даже не близко. Ну, как-то... Подождите, вот давайте так. Кто-то из вас сталкивался с проявлением национализма в России? Конечно. Конечно. Кто не Я сталкивался? сразу посмотрела на меня, потому что... сталкивался. Ну хорошо, вы можете какой-то такой вопиющий эпизод, может быть, там не самый страшный, но тот, который был бы показательным? Ну, не знаю, самый показательный — снимать квартиру. В смысле, когда ты звонишь, извините, славяне, мы только славян рассматриваем. Или когда ты приходишь и говоришь там, что ты... когда они говорят, мы только граждан России рассматриваем. Мы говорим, Дагестан — это часть России. Как? Это урок географии, это истории, надо прям реально некоторым... У меня в банке тоже была ситуация, когда карту просто себя открывала, даю паспорт. Да почему у вас российский паспорт? У вас же написано Дагестан. Я говорю, да, так получилось. Купите себе карту. Купите себе карту страны. Она недорого стоит. То, что меня постоянно куда-то отправляют домой. Езжай к себе домой. Да я дома. Что это такое? Я дома. Вот. Но надо сказать, что честно, в Дагестане у меня то же самое. Вот я когда начала... Сейчас объясню. Я когда начала поднимать тему насилия, мне стали писать: езжай в свою Грузию. Да блин! Что в Грузии интересно, куда тебя отправят. Вот в Грузии меня отправят в Дагестан, потому что у меня папа дагестанец. А там вот у тебя мама грузинка, езжай в свою Грузию, там рассказывай про насилие. Поэтому, то есть я вообще постоянно везде. Ты не русский, не можешь сидеть с нами в метро, ехать с нами там, не знаю, в автобусе, учиться с нами в школе, ходить с нами по одной улице, снимать у нас квартиру. Дальше, когда эта проблема эскалируется, и дальше Манижа едет на Евровидение, ей говорят, что она не русская, поэтому она не может ехать. Не, если ты, например, станешь чемпионом UFC, ты сразу автоматически станешь русским.
Ну, типа, все говорят, это наш русский спортсмен победил в UFC, и как бы, а до этого кто он? Типа? А то же самое с вольной борьбой. Я помню, в основном ездили всегда на Олимпиаду не русские. По За Россию же борьбе. играли. Да, Дагестан всю жизнь лучше всех боролся. так они же тоже за Просто Россию. мне все сейчас сказали, что если ты привезешь победу, То ты станешь русской. И мне вот как бы кажется, что это неправильно. Мне кажется, это типа, почему я должна принести победу на Евровидение, чтобы меня называли русской? А если не привезешь, так и останешься кони-люди. Да, правда, на самом деле, действительно, если я приеду с победой, то тогда, наверное, я буду больше иметь прав сказать, что я русская. Но это я, Манижа, которая еще не привезла победу и, возможно, не привезет победу. А каково там ребятам, которые живут и сталкиваются с этим на бытовом уровне, на другом уровне, когда ты честно чего-то добиваешься, ты честно любишь страну. Я не хочу звучать обиженной, смотри. Я не обижена на все эти комментарии. Я просто хочу, чтобы мы все немножко задумались, как мы действительно воспринимаем друг друга. Ну, то есть люди имеют право не принимать меня. Имеют право. Вопрос только в том, где сердцевина этой проблемы, откуда она в вас. Почему вы не называете это проблемой? Почему вы считаете, что это нормально? Если это нормально объяснят, окей, я готова с этим жить. Просто я пока слышу только оскорбления в свой адрес, знаешь, что чурка и так далее. Обзывачки. Это не объяснение. Если мне скажут, Маниш, ты не имеешь права, потому что то-то, 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 то-то. Я скажу, ну, ребят, вообще базарный ноль. Ну, камон, все, не едем. Но это вот так не будет же. По чесноку волнуешься? Знаешь, я волнуюсь по одному только поводу. Я благодарна карантину за одно, за то, что из-за маленького количества концертов, точнее, из-за отсутствия концертов, я стала еще сильнее любить сцену и еще больше любить тот момент, когда я стою на сцене. По поводу того, как я буду стоять на сцене, я не нервничаю, но я волнуюсь только из одного, что из-за этой всей суеты я не хочу рассыпать себя, знаешь, вот я не хочу, чтобы это помешало мне, стоя на сцене, выпрямить спину и просто кайфовать. Вот даже тот дебильный, отстойный страх сказать что-то и потом типа читать все комментарии, я хочу избавиться от него. Вот это мне мешает. А как ты сможешь это сделать? Блин, ты знаешь, нельзя же это все через агрессию делать. Это неправильно. Надо научиться ждать. Надо научиться ждать и легко сказать, типа, не бойся. Но на деле все равно ты внутри боишься. Но мне кажется, что когда мы ждем, не так, знаешь, вот когда, ой, ну я в смысле я такая крутая, в смысле я должна ждать. Ну, типа, или мое время там стоит денег, мое времени вообще нет. Надо просто научиться ждать. Давайте сейчас наполнимся той энергией, которую мы вечером отдадим зрителю. И на улыбке открываем глаза. У каждого человека, знаешь, есть такой островок комфорта. Да, островок, где тебе всегда супер хорошо. Где у тебя это место? В детстве, может быть, да, в каком-то раннем детстве. Дом, которого нет. Это там, в Таджикистане. Его разбомбили во время войны.
Нет, это дом, который просто снесли, чтобы построить торговый центр. Там, где жила бабушка. Там был такой сад. Там был такой маленький бассейн, который еще дедушка делал, представляешь? Такой цементный. С рыбками, что ли? Нет, просто бассейн. Мы туда прыгали, и арбузы там наши плавали, чтобы охладиться. Вот. И там было очень много растений, всегда цветов. И вечером, когда солнце садилось, все цветы начали, вот, знаешь, вот благоухать. И я помню этот запах роз и запах жасмина. Я иногда, когда делаю психологические практики, когда ты возвращаешься к своему внутреннему ребенку и хочешь с ним поговорить, почему-то я всегда говорю с собой в этом саду. И что ты себе говоришь? Что с тобой все в порядке. Так, я смотрю, ты себе устроила здесь локальный Таджикистан. Да, это действительно локальный Таджикистан. У нас еще там огород, в котором растут помидоры, огурцы, да, и розы. Привезли из Душанбе. Дело в том, что дом, в котором мы жили, его же уничтожили. И розы, которые там росли, которые сажал еще мой дедушка, мои родители сохранили и привезли сюда, как эти черенки, как это называется правильно? Корни. Корни, да, и пустили, и они стали расти здесь, эти розы. Как могут таджикские розы расти в московском климате? Они очень хорошо тут растут. Дело в том, что у нас все соседи просят эти розы. Мы заказываем из Душанбе, нам привозят розы, и мы сажаем. Они очень душистые. Ты не представляешь, как они пахнут. То есть ты проходишь, и вот это прям вот запах роз, вот у тебя как парфюм, вот так вот. Класс. Смотри, что происходит. Видишь? Ой, да. Класс. Эти агранаты, на самом деле, со свадьбы моего брата, он где-то ровно месяц назад они были, вот они как... А это традиция до граната давить? Вы знаете, гранат — это символ любви, да, как бы плодородия, силы. И мы подумали, что... Ну, и мне всегда нравился гранат еще. Параджанов в меня вселил любовь к гранату. А ты умеешь собирать гранаты? Нет, не умею. А у вас там растут гранаты? Я вот, чтобы вот видеть, как они растут, я ни разу не видела. Я видела, как росла хурма, и как мы ее воровали. А если ты сейчас просто закрываешь глаза, я тебе говорю «дом», что ты представляешь? Ковер. Почему? Никто из меня не вытащит эти корни. Что ты возьмешь с собой, если больше никогда не вернешься домой? Домой. 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 Летит самолет, оставив след, задев облака крылом. Летит самолет, а в нем человек, весь город сложил ладонь. А твоя бабушка при этом из какой-то очень известной и очень старинной таджикской семьи. У меня вообще все предки, они как так сложилось, что они связаны с такими... Родословно у меня крепкая, да. Она была достаточно из традиционной семьи. Знаешь, она была революционерка тогда для Таджикистана, скинувшая паранджу, которая топила за правильные вещи. Она сделала Таджикистан очень современным, очень светским, скинув паранджу. На тот момент, причем мы недавно только узнали, представляешь, что это случилось 8 марта в Таджикистане в 1900 каком-то там... Не помню, в 1920 году. 8 марта женщины в Таджикистане скидывали паранджу. 8 марта... И твоя бабушка скинула паранджу? Я написала песню «Russian Woman» 20 года. И 8 марта 21 я стояла на отборочном туре и пела эту песню. Бабушка скинула паранджу, а бабушка очень много...
Прабабушка. Да, я тоже так начинаю считать, думаю, Прабабушка. Так. Скинула паранджу. Прабабушка много чего сделала. Но самое страшное, что потом случилась война. И мне вот рассказывали, что для нее было так страшно осознать, что все, что она до этого строила, вот сейчас, прямо сейчас разрушается из-за войны. Она была уже очень старенькая тогда. Она же до 100 лет, да, фактически дождала. Ну, короче, она была очень уже на тот момент пожилая, великовозрастная женщина. И, ей было очень больно за то, что происходит. И вот на тот вопрос, прожила ли она свою жизнь зря, ну, типа, что ты вроде бы столько всего сделал, ты старался для своего государства, для жизни, для людей, для себя. И потом на старости лет ты видишь, как это разрушается. Больно это? Да. Прожил ли ты зря жизнь? Нет, потому что сегодня есть я. И я могу вспомнить эту историю и сказать, что она точно не прожила жизнь зря. Потому что ее пример и пример других женщин моей семьи мне говорит о том, что все возможно и ничего не будет зря. Как-то так. При этом твой дедушка был писателем. Да, мой дедушка, моей мамы, папа, он был очень большим писателем тогда. И исследователем таджикского народа, и таджикских корней, и эпоса. Да, в том числе. И одна из главных его работ, ну, для меня, у него много главных работ, но для меня его главная работа – это «Жемчужина Таджикистана». Это когда он восстановил поэзию восстановил поэзию таджикских поэтесс, которые на тот момент были разбросаны, спрятаны по всему Таджикистану. Их работы были где-то уничтожены. Поэтесс. Поэтесс Таджикистана. Он собрал это в единую книгу и назвал ее «Жемчужиной Таджикистана». Мне кажется, мой дедушка был феминист. Я вот сейчас чувствую, что какая-то такая... Это, знаешь, вот... Продолжается линия. Да, и как он относился к моей бабушке. Он был ее на очень много лет старше. По сути, он решил, что он вот увидел бабушку, познакомился с ней один раз, и все, пошел к бабушкиной маме и сказал, я вот ее выбрал. Ой-ой-ой. И вот вроде бы, да, сейчас внутри меня должна проснуться феминистка такая, в смысле? Ну как так? А бабушка тогда, значит, в университете, образовании, да еще была влюблена в молодого человека одного. Но семья этого молодого человека не согласилась на союз их, потому что мой прадед был муллой, и тогда его репрессировали, да, получается. Его репрессировали, и мать парня, в которого была влюблена моя мама, сказала, что нам такая семья, вот типа вот эта безотцовщина, да, с врагами народа не нужна, типа. Недостойна этой нашего сына. А дедушка был, он очень масштабная личность тогда для Таджикистана был. И вот он ее выбирает. И тогда прабабушка, то есть бабушкина мама сказала, но вы обещаете, что она будет получать образование? Он сказал, я обещаю. И так и сложилась их жизнь. Сколько ей лет было? 22, 23. То есть она уже взрослая по таджикским меркам. Да, так, по таджикским меркам уже типа, в смысле? Часики алло, тикают. Уже все, старороженица. Примерно так должно было быть это. Но нет, она вышла замуж, она очень много путешествовала, она получила образование, она там защищала... Короче, в общем, моя бабушка защищала диссертации, делала столько всего крутого, и дедушка всегда ее в этом поддерживал. К сожалению, он просто рано ушел из-за болезни. И как бы, жизнь сложилась немного иначе, но бабушка одна поднимала всю семью тогда. 2 детей, и все, что она передала моей маме и моему дяде, вот этому дяде, про которого все... Который протолкнул тебя на Евровидении, как мы знаем. Это то, что очень важно оставаться людьми. Это то, что важно делиться. Даже когда тебе нечего, казалось бы, есть, или у тебя ничего нет, но важно делиться. Важно уважать старших. И быть добрым человеком. Это то, что бабушка всегда говорила моим... Я называю их родителями, потому что мама и дядя меня воспитали. Ты помнишь момент, когда вы переехали в Москву? Урывками, честно. Я не могу сказать, что я помню. Тебе сколько лет? Самолет. Я даже не помню. 4-5. Мне было 3 года. 3 года мне было. Да, 3 года. 3 года мне было, мы переехали, дальше детский сад. У меня память про Москву – это
Детский сад – это вот где игровая комната, и такой, знаете, ковер, где машинки, дороги вот эти нарисованы. Я это очень хорошо помню. И второе, такой был торговый центр. Ну, как, это мы сейчас представляем себе торговый центр. Это типа рынок со стенками. Вот. И мама покупала мне там киндер-сюрприз. Вот. И мы гуляли так по аллее, типа. И мама покупала мне киндер-сюрприз. Вот это мои первые воспоминания. И третье мое воспоминание. Мы жили в однокомнатной такой квартире, и мы просыпались достаточно рано, и надо было, например, включить свет в ванной, чтобы умыться. И я ненавидела включать сама свет в ванной, потому что однажды, когда я включила, во всей раковине были тараканы. Вот. Это то, что я помню очень ярко. Мама объясняла как-то, почему вы переехали в Москву? Нет, это потом, уже в более сознательном возрасте. А почему вы переехали в Москву? Война. У меня очень светская семья, и мои родители были очень креативными. Ну, они вот в моем возрасте сбежали. То есть я сейчас не могу себе представить ту картину, если мне, не дай бог, надо завтра... Точнее, не дай бог, завтра ты беженец в своей собственной стране, и тебе надо бежать, куда-то бежать. И у тебя еще ребенок есть. А у меня же типа планы Евровидения. Ну, как так? Что, теперь нет, что ли? Как странно складывается ситуация. А вот им пришлось забыть обо всем. Вот. И приехать сюда. Деньги были? Что-то было? Какие-то вот связи, знакомства? Нет, вообще ничего не было. Как вы жили? По-разному. Как еще можно сказать? По-разному. Я вообще не знаю, как мы жили. Точнее, я не представляю, как мы жили, потому что мама иногда с такой легкостью рассказывает про какие-то ужасные вещи, когда не было вообще ничего, чтобы поесть, да, там, или там про то, как она на 5 работах упахивалась, работала. Я была ребенком, я не осознавала всего этого груза, который она на себе несла. Я, наверное, в принципе, осознавать вообще весь этот ужас начала, наверное, только к 20 годам, когда уже была сознательной девчонкой, когда я стала думать. То есть я знала, что да, мама много работала, я это ценила очень. А где мама работала? Ой, она была и уборщицей, и продавщицей, и занималась текстилем, и занималась строительством. И, короче, чем только мама не занималась. Пекла манты, еще что-то. Много чего она делала. Вот я, наверное, когда начала реально работать сама, я офигела, что я единого вообще волоска не стою своей матери, потому что я начинаю ныть по какому-то поводу, знаешь, там, не получается мелодия. Пойду в Симачев, поплачу. Ну, типа, мамы не было, конечно, такой возможности. И я очень благодарна, что у меня сейчас есть эта возможность выбирать. У меня просто есть возможность выбирать. У многих ее вообще нет. Это адски тяжело, когда ты приезжаешь из страны типа Таджикистан, а ты, наверное, слышала много раз в Москве, когда говорят, там подметят, таджики подметут. Там типа вот это вот. И ты приезжаешь в качестве рабочей силы. В какой момент и каким образом твои родители перешагнули эту ступень? Это, наверное, лет до 15, наверное, было такое ощущение. До 15 лет, да. В общей сложности лет 15 пришлось вот это все проходить. У меня был период, когда мне было стыдно говорить, что я из Таджикистана. Но мне очень сейчас за это стыдно. В школе было? Да. Это очень неправильное чувство. Ты знаешь, я как-то сидела на маникюре, и 2 девочки из Киргизии мне делали. Одна педикюр, другая маникюр. И вот я у них спрашиваю, вот вы сталкиваетесь там, вот, например, приходят женщины и говорят, ой, мне вот только не они, а вот пусть другие мне делают маникюр. Они говорят, было пару раз, но в основном это от наших же девочек киргизок бывает. Я говорю, как? Как такое возможно? Она мне говорит, типа им что ли стыдно вспоминать, что они тоже были такими, как мы. Вот это неправильное чувство. Я не говорю, что это только в Киргизии или везде. Это просто... Если ты чего-то добился, нужно быть благодарным. Даже тем моментом, когда, не знаю, ты делал ту работу, которая тебе не нравится. Мне мама всегда так показывала
ту работу, которую она делает, что я никогда не стыдилась. Я не считала, что работать уборщицей стыдно, или там, не знаю, работать таксистом это стыдно, или как. Нет, никогда такого не было чувства. И из-за сверстников тогда в школе, из-за вот этих всех разговоров, которые были, когда вы идете по улице, как они там реагируют на ребят, которые убираются на улице, ты как бы чувствуешь их влияние, понимаешь, что ты боишься выбиваться из стаи, ты боишься не быть такой, как они, потому что тебя могут не принять, и вот этот мнимый страх, что вот, а если меня не примут, то кому я теперь нужен? На самом деле ты очень многим нужен, например, себе. И я тогда помню, что стеснялась произносить, что я говорила, я метиска. Такие вещи дурацкие говорила, ужас. У меня просто есть Райли в кустах, я расскажу вам, как это работает. Я не ответила на второй вопрос. Я русская и я москвичка. Я расскажу вам. Моя фамилия Саяпина. Это татары. Меня назвали Маргарита в честь моей еврейской бабушки. В Москве я москвичка в первом поколении, потому что все мои дедушки и бабушки врачи и военные. Это поколение, которое вот так вот ездило по стране, а я где родилась, там и пригодилась. Конец. Пам-пам-пам. Не, то есть как бы у меня чистой крови нет вообще, у вас есть хотя бы какое-то понимание. Я точно знаю, что я седьмая вода на киселе, там просто есть русские, украинцы, евреи, таджики. Слушай, я, может быть, так тоже всех деталей про себя бы не знала, если бы мне не подарили генетический тест. Вот. Это классная вещь. Сделай его, да? Я тоже. В детстве у меня типа крупные губы, нос крупный, и меня постоянно за мной таскались, и меня назвали Африка. Постоянно просто. И, когда ты... А ведь так должны были называть Васю. Меня по-другому называли, меня погрубее чуть-чуть называли. Я еще вечно таскалась с афрокосами, и все. Это опасно, да. Это, не класс, понимаешь? Это класс, когда тебе как-то по-доброму это, а когда тебя вот так вот, типа, чё ты, черная, вот так вот, в Дагестане, где тоже, знаешь ли, не белые. Класс! Дом где? Здесь? Да. Все. Все уже давно, да. Что ты чувствуешь, когда тебе говорят, что ты не имеешь права представлять Россию на международном конкурсе, потому что ты не русская? Это неприятно. Что я могу сказать? Я нормально себя чувствую, я же не могу так тебе ответить. Это неприятно. А потом первое ощущение, типа, как? Я же столько лет здесь живу, я же столько лет всего делаю, и вообще я так люблю эту страну, и неужели это какой-то комплекс самозванца, что ли, получается, что я не имею права на ту жизнь, в которой я живу? Это же не только про Евровидение, это же про в целом нахождение тут. Мне даже не очень приятно, отвечать на эти вопросы. Почему я должна? Почему я не могу? Почему? В чем отличие? Честно, может быть, сейчас меня как-то неправильно поймут, но я считаю, что даже такие вопросы не могут быть. Таких, как я, все на самом деле. И вот этот миф про национальность, да, он точно находится где-то в голове, а не в крови. Вы никогда не задавались вопрос, как вы оказались в этой стране, даже если вам говорят, что вы тут родились, и все ваши предки тоже тут родились. Как они здесь оказались? Какой был путь? Как мы все пересекались по много раз, и какая внутри нас на самом деле кровь? И кто придумал это слово границы, borders и национальность? Я эту историю очень много раз рассказывала. Когда меня называли в садике черножопой, моя мама пришла в этот садик, посадила детей вот так вокруг себя и объяснила, кто такие таджики, откуда они произошли, почему мы находимся сейчас здесь, в Москве. Спокойным тоном детям, которые в садике, это даже не в школе. Мы стали лучшими друзьями с этими ребятами. А воспитательница, которая на самом деле слышала, что меня называли черножопой, она никак не реагировала. Она не помогала ребенку не называть меня так. Более того, меня называли неправильно по имени. У меня в свидетельстве написано Манижа и Далер. По-таджикски это имеется в виду, что Далерина Маниж. Далер – это мой папа. И вот они думали, что Манижа – это фамилия, а Далер – это имя. А имя Далерчиком называли постоянно. Далерчик. Я год отвечала на Далерчика, потому что я не могла объяснить на русском языке, что я не Далерчик. И воспитательница никак не вмешивалась в конфликт. Это взрослый человек. А дети – это дети, которые услышали черножопое от кого-то и принесли это вот в этот детский круг. И другой взрослый приходит в этот детский круг и меняет восприятие этих детей. А дети на самом деле все слышат. Конечно, они это понимают. Я прекрасно это понимаю. А воспитательница, которая была там, ее уволили.
И это хорошая история, когда мама идет к директору и говорит, Это что очень хорошая типа история. она вот так относилась к моему ребенку. Я считаю, что неправильно. Либо вы ее переводите, либо ее увольнять. Ну, короче, в итоге она ушла, эта женщина. У нас потом была другая воспитательница, и проблемы больше такой не было. В школе нормально все было, легко? Ну, так, мне достаточно унылая была школа, я не очень любила ее. В какой момент ты поняла, что ты не про эту школу, ты не про там, этих ребят, там, девчонок, пацанов, которые в школе, а ты музыкант, и у тебя абсолютно другой интерес? И что ты не хотела бы под них подстраиваться? Ты знаешь, был период в семье, когда, там, например, мне говорили, нет, ты не пойдешь вечером гулять с одноклассниками, там, потому что уже поздно, мало ли куда вы пойдете, мало ли что там будет, сиди дома. Вот. И я как бы злилась внутри там, компании своих одноклассников, что я не такая, как они, и злилась внутри семьи, что типа, ну в смысле, а кто я? Ну типа, я не хочу сидеть дома. Ну и то есть, и вот этот конфликт очень, очень сильно меня давил внутренне. А потом я это сейчас могу осознать, что, боже, слава богу, моей семье, что меня держали, да, в чем-то удерживали, сдерживали во многих вопросах, в которых я не сломалась. И сейчас не могу позволить себе сломаться и ценю это. А музыка пришла в мою жизнь вообще из-за лени. Мне просто лень было все делать. И я делала только то, что мне давалось легко. И там, спасибо Богу, что мне музыка на тот момент давалась легко. Мне нравилось сидеть за клавишами и там вот уходить в какие-то миры. А клавиши откуда взялись? Мама купила это вот фортепиано огромное, просто я не знаю, сколько оно весило, красный октябрь. Вопрос, сколько оно стоило? А сколько оно стоило, тоже вопрос к маме. Я не знаю, как она его достала на тот момент. Вообще не знаю. На тот момент не было вообще денег. Она его нашла, потому что вот хотела, чтобы я занималась музыкой. Мне было как раз вот, там 6 лет, когда я начала заниматься музыкой. Песни я начала писать с 8 лет. Прям уже хорошие песни, по моему мнению. В 11 лет начала писать. То есть с 8 были такие наброски, стихотворения. Я помню точно с детства, я даже недавно пересматривала как-то снятые на видеокамеру моменты из детства, как я зависаю, о чем-то думаю. Я была очень мечтательная, и я проваливалась всегда в какие-то, знаешь, фантазийные миры. И мне нужен саундтрек к этим фантазийным мирам. Вот так я стала писать песни. Было ли твое творчество каким-то побегом от действительности? То есть если тебя подтравливают одноклассники, если ты не можешь пойти погулять особо? Ну да, сейчас, конечно, понимаю, что так и было. Не только из-за одноклассников, из-за развода родителей, из-за многих таких факторов, из-за ощущения свой среди чужих, чужой среди своих. Музыка всегда была способом... Сначала была способом скрыться, знаешь, типа спрятаться в ней. Это неправильный способ. Сейчас она стала способом переработки. Знаешь? Я перерабатываю боль, радость в музыку. А правда, что тебе бабушка из Таджикистана присылала деньги на уроки вокала? Да. Бабушка до последнего дня своей жизни, она всегда была очень трудовой, трудяга. Вплоть до того, что она, например, если мы убираемся дома, она мне не разрешала мыть полы шваброй. Она мне говорила, это слишком легко. Берешь вот так вот, нагибаешься и руками моешь. Наш человек. Это еще зарядка, говорит, физкультура. И она мне все время говорила, это не ругание, это воспитание. Я свою бабушку вот ровно в этой позе все время помню. И она вот так, представляешь, вот постоянно, неважно, сколько... движения очень красивые да, получаются. и все это мыло еще вот так вот, все там плинтуса, все, короче, все чистит. Вот она меня отмучила. И она в свое время очень много занималась именно недвижимостью. После того, как она педагогикой перестала заниматься, стала как-то развивать, потому что послевоенное время было очень тяжелое, там как-то, короче, восстанавливать было, экономика восстанавливалась очень долго. Это вот... после войны, которая вот сейчас была? Да, войны, за которой вы уехали? Да. И бабушка там, в общем, она тоже 150 бизнесов, вариантов, как можно где-то, что-то. И она все время она зарабатывала небольшие деньги совершенно, но она собирала так вот с пенсии, а пенсия там гроши, реальные гроши. Я складывала в конверт и отправляла мне на занятия вокалом. И еще она откладывала деньги, чтобы летом, когда мы приедем в Душанбе на все лето на каникулы, мы все каникулы не отдыхали, а учились. Английскому, фарси, компьютерные курсы. Ты
Фарси знаешь? Нет. Я вот тогда боролась, не ходила на занятия. Ну, что-то я могу, я понимаю, когда они говорят вообще. Хорошо где-то могу услышать что-то. Но, к сожалению, я так и потеряла навык вообще писать. Но погоди, компьютерные курсы и английский – это бабушка. Да. То есть ты же первые свои ролики монтировала сама. Люби меня, люби ярким огнем, ночью и днем, сердце сжигая. Люби меня, люби, не исчезай, не улетай, я умоляю. Да. И снимала, и монтировала сама. Потому что нанять команду было очень дорого. Никто со мной особо не хотел работать из-за творчества, потому что меня никто не знал, что это за девочка, какая-то непонятная, и что она там поет. Поющих очень много. У меня не было никакого своего почерка. И я начала просто пользоваться навыками, которые мне дала бабушка. Горы, горы, подскажите, горы, горы, подскажите, горы, горы, обижают. Горы, горы, умоляю, дайте путь мне точный, точный. Я пройду и днем, и ночью, без вины и без оглядки. Проживу там свой остаток. Я раньше страдала, знаешь, думала, вот почему у нас так, что все такие многогранные, многоугольные, потому что вынуждены, там профессиональный рынок очень узких профессионалов очень мало, вообще маленький рынок. Надо все самой, сама пошла, сама сделала. Встала и пошла. Но на самом деле я вдруг поняла, что это такое классное качество, уметь все. Ты, по крайней мере, теперь ты знаешь себестоимость работы, ты знаешь, как люди много тратят сил на то, чтобы что-то реализовать. Ты понимаешь, что их работа стоит денег. Потому что большинство людей даже не могут назвать, сколько стоит их работа. Не могут назвать. Заплатите сколько сможете? Угу. А сколько у вас есть? I will not say sorry. I will not apologize. 'Cause I am who I am. I am who I am tonight. I will not say sorry. I will not apologize. 'Cause I am who I am. I am who I am tonight. Я купила ее в каком-то магазине турецкого нижнего белья. И там была такая, прям вот трусы с такими, как вот пушап на грудь есть, вот только то же самое на задницу. Я это купила, потому что я очень старалась в спортзале, у меня не получалось вот этой попы, как у Ким Кардашьян. Так. Вот, и пошла с ней на свидание. Так. Мне тогда мама сшила очень красивое платье из такой балийской ткани, с такими цветами, очень красивое. Вообще я сложная, со мной сложно, и вот мне раз в какое-то столетие произошло свидание в моей жизни, и вот я иду на это свидание в этом платье с этой жопой. Вот. Все было классно. Вообще парень оказался супер, просто офигенный. Мы так клево провели время. Он меня проводил до дома. Причем вообще все прилично. Да, вот это все. До свидания, все, до следующей встречи. Я поднимаюсь наверх. И реально я была очень воодушевлена свиданием. И я очень хорошо запомнила этот момент, потому что каждый раз, когда мы классно выглядим, мы хотим посмотреть на себя в зеркало, чтобы запомнить это. Это мгновение. Это как-то вот секундное желание посмотреть на себя в зеркало, или там ты проходишь мимо витрин, да, типа, и ты на себя так посмотрела и пошла дальше. И вот я также пошла к зеркалу, чтобы посмотреть на себя, и увидела, что у меня платье разошлось. А как ты так посмотрела? Я просто подошла такая, типа, естественно, я хотела оценить еще то, что там сзади, и там сзади торчали эти два красивых пушапа. Да. И самое ужасное, что я женщина, типа, смелая,
Ну, конечно, какая еще женщина наденет на свидание накладную жопу, да? Я еще позвонила этому парню и сказала ему, что типа... Как тебе моя жопа? Я говорю, ты видел? Он такой, да. А я же еще, когда выходила из машины, я же красиво вышла из машины. Да, там весь ресторан, наверное, видел мою покупку, оценил ее. Вот. И я долго молчала в трубку, потом решила сказать ему честно, что он мне понравился, и что я очень надеюсь, что он будет со мной всегда честен, и в следующий раз он мне будет говорить про такие моменты. И он сказал, что, а ты думаешь, что будет в следующий раз? Мама стала твоим продюсером практически с самого начала, с пеленок. Мама отвела тебя на уроки вокала. Да. Что это был за вокал, где ты находилась и каким образом ты училась? Мой первый преподаватель по вокалу была Наталья Владимировна Крупник. Она на тот момент занималась там с группой «Тату», а я жутко фанатела. Вау, а как вы до нее добрались? Мама, вот она через всех там знакомых, друзей выясняла, находила, и вот она нашла эту преподавательницу. К ней нужно было пойти такой на некий кастинг, на прослушивание, после которого она примет решение, хочет ли она вообще заниматься или нет. И мама меня отвела. Занятия на тот момент стоили, не дай бог мне соврать, там что-то 50, да, или 100? 50? $50 тогда стоило одно занятие. Одно занятие. Мама единственный человек, который зарабатывала в семье. И мама шла именно к ней. Сразу к хорошей. Вот у мамы такой принцип. Надо сразу, вот если идешь, надо брать хорошее, нужно идти к хорошим, к проверенным. Вот. И прослушивание было. То есть мама убирает в подъездах, продает какие-то футболки в переходах, еще что-то, чтобы заработать деньги на жизнь семьи, и еще $50 на занятие вокалом. Охренеть. Да, и когда потом я читаю какие-то вот... Да, где дядя? Сообщения, псевдорасследования и комментарии, я знаю цену всего этого. И уж точно все эти слова останутся словами. А жизнь моя будет основана на тех действиях, которые сделала моя семья и моя мама. А когда мы с тобой год назад разговаривали, ты сказала, что есть песня, которую ты очень бы хотела записать, написать и спеть, но по каким-то причинам не можешь. Это была песня «Держи меня, земля». Ты ее написала? Ты ее записала? В процессе сейчас. На второй день после отборочного тура у меня возник самый главный вопрос: а что дальше? Евровидение уже понятно. Какая ты лихая и быстрая. Вот все вокруг меня, вся команда такие, это все понятно. А что, Маниш, дальше будем делать? Что дальше, Маниш? И у меня сразу почему-то в голове начала играть «Держи меня, земля». Хотя я ее действительно не могла выпустить. Это песня, которую я не могу назвать песней. Это часть моей жизни, которую я должна, наверное, отпустить. И это тот самый момент, когда я хочу ее отпустить. А в чем там суть? Почему ты не могла ее так долго выпустить? Про что эта песня? Это... во-первых, про чувство, когда уходят люди. Про чувство, что ты когда-нибудь уйдешь. Про чувство, когда ты хочешь, чтобы хотя бы на пару секунд время задержалось. Она у меня возникла от начала до конца в одном порыве. У меня никогда не было такого. И обычно ты подбираешь слова, иногда ты сидишь, думаешь, какая должна быть гармония, какая должна быть мелодия. А с этой песней это какой-то божественный свет. Я не знаю, это то, что люди называют Богом. Это какой-то был разговор с Богом, когда эта песня пришла. И я реально 11 лет не могла ее петь вообще. 11 лет. Ты можешь хотя бы чуть-чуть спеть? Да. Сейчас могу. Спой. Я ее как раз делаю уже, знаешь, весь прошлый год, на самом деле, я ее пела на всяких застольях. Но люди плачут просто. Я держусь. Только можно я чуть-чуть настроюсь, ладно? Всею душою тебя молю, останься хотя бы на пару секунд.
кружевом мокрою ноги твои омою с дороги чужой. Все прощу, да только меня коснись легонько, и я полностью твоя. И я навсегда твоя. Держи меня, земля, вулканом я выплесну всю обиду. Держи меня, земля, я в кровь собью босые пятки, пока добегу до тебя, добегу до тебя. Это маленький кусочек, она чуть длиннее. Охренеть. Я даже хлопать не могу. Но я не плачу. Держи макияж, держи. Я держу. Где? Ну что тут наплачем сейчас с тобой. Ты ее в Беслане, да, пела? Да, в Беслане пела. И я тогда, собственно, впервые поняла, что, блин, ее нужно отпускать. Так, все, всех люблю, целую. Очень люблю вас. Пока-пока. Знаете, я считаю себя человеком, который способен самостоятельно анализировать ситуацию и быстро находить пути ее решения. Но у меня в жизни есть одна ситуация, про которую я никак не понимаю, как все правильно организовать. Я очень-очень люблю своих детей. Еще я обожаю свою работу. И никак не могу сообразить, как организовать свою жизнь так, чтобы обе эти части моей жизни были в гармонии. Обычно, когда я думаю об этом, то представляю себе себя посередине огромного озера. Тот факт, что я умею плавать, никак мне не помогает. Я никак не могу решить, в какую сторону плыть. И даже выбрав направление, боюсь ошибиться. Но теперь я знаю, кому идти за помощью. Я уже рассказывала вам в первом сезоне «Скажи Гордеевой» о сервисе подбора психотерапевта онлайн «Ясно». Многие из вас тогда воспользовались промокодом, и это здорово. Я рада, что все больше людей осознает, что почти все наши проблемы имеют не внешнюю причину, а внутреннюю. Тем, кто, как и я, задумывается о походе к психотерапевту, или тем, кто только на пути к осознанию себя, я советую сервис подбора и видеоконсультаций со специалистами «Ясно». Сервис существует с 2017 года. Сейчас на платформе работает больше 500 психотерапевтов. У «Ясно» больше 20 тысяч активных клиентов, и у них уже было больше 100 тысяч сессий. Психотерапевты подбираются индивидуально на основании заполненной анкеты. Сессии проводятся по встроенной видеосвязи на сайте сервиса. Заниматься можно с любого устройства – телефон, планшет, компьютер и из любого места. А для связи между сессиями можно использовать текстовый чат. 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, что в среднем дешевле, чем очные офлайн-сессии. «Ясно» тщательно отбирает специалистов, сотрудничающих с сервисом. Представляете, отбор для «Ясно» проходит меньше 20% психотерапевтов, потому что требования к образованию, опыту и практике у «Ясно» очень высокие. Я уважаю каждого, кто нашел в себе силы не только признать проблему, но и сделать первый шаг в сторону изменений. Вместе с «Ясно» это стало гораздо проще. По промокоду Гордеева21 вы получите 20% скидку на первый сеанс. Будьте здоровы! Поскольку, значит, у нас разговор стоит из двух частей, русская и женщина, переходим ко второму вопросу. Почему все самые важные такие больные вопросы сейчас поднимают женщины? Упс! Да. Можно не отвечать на этот вопрос? У тебя песня Russian Woman. Ты же не спела Russian Man или Russian People.
Russian woman. Встала и пошла. Потому что на самом деле мужчинам сложнее говорить на такие темы из-за кризиса маскулинности. Потому что мужчины воспитаны иначе. Нам, женщинам, можно было там проронить слезу, да, как бы сказать, что нас кто-то обидел. У большинства было такое право в какой-то момент жизни. Большинство мальчиков, наоборот, воспитаны так, что ты не имеешь права плакать, ты должен быть мужчиной, ты должен. И как бы агрессия внутренняя, которая скапливается, она неправильно интерпретируется в обществе. Я как бы вижу это так. С другой стороны, как бы эта агрессия и становится одним из, поводом воевать и как бы вести какую-то борьбу. А у женщины созидательная очень энергия. Мы действительно имеем способность видеть конфликт с другой стороны. Мы более милосердные, и мы не идем на борьбу на самом деле, хотя многим кажется, что мы там на борьбе. Не, мы пришли остановить это. Кстати, Катя Гордеева, вот я тебе так скажу, я сейчас только поняла, все началось с тебя. Знаешь почему? Нет! Я сейчас поняла. Я сейчас-то реально поняла. Несколько лет назад начала писать книгу про феминизм в России. Да, но я ее все еще пишу. И вот ты тогда своими словами, что феминизм в России появился намного раньше, чем вообще мог появиться во всем мире, и словами, что русские женщины, они еще те феминистки, что у нас там и в государстве было много, да, женщин, и женщины имели право одни из первых там идти на выборы, да, иметь право избираться. Ты мне эти вещи сказала несколько лет назад. И я тогда реально впервые задумалась, типа, Россия, Россия, она же мать, матушка Россия, Родина, мать. И это вот был первый мой толчок к переосознанию той женской силы, которая в нас есть. Окей, мы можем не называть это феминизмом, да и вообще не называть это никак. Это просто сила, которая есть у каждой женщины здесь, в России, на генетическом уровне. Я согласна, что там в Соединенных Штатах было по-другому культурно складывалось общество, и, к сожалению, очень многих женщин еще, я не помню точно года, это в 70-х, им же давали таблетки от истерии, да, как бы. Им считают, что истерия – это бешенство, матка. Короче, просто она сидит дома весь день, и она хочет быть идеальной домохозяйкой, потому что ей все вокруг об этом говорит. И я понимаю, какой там был сильный рывок это изменить, и как на правовом уровне там действительно было очень несправедливо. Но я не понимаю, как так сложилось у нас, что у нас там вот подальше до нашего рождения все было ок. И сейчас вроде ок. Но почему у нас люди так не принимают феминизм? Почему вот женщины берут на себя сейчас ответственность, наверное, да, за поднятие каких-то самых болевых тем и за то, куда мы двигаемся как общество? Но не всегда так было. Да, вот. Например, еще одна какая штука есть на Кавказе. У нас мужчинам полагалось все самое лучшее с рождения. Потому что мужчин выращивали, как, я не знаю, на убой. Да? То есть они вырастут, они скоро там в 12 лет пойдут воевать, и все. И им, то есть вся тяжелая работа была на женщинах. Я не знаю, кто-нибудь был в Дагестане, видел этих женщин, которые на себе тюки сена по 25 Я видела килограмм? женщин, у которых в 17 лет такие руки в Дагестане. Ну, потому что вот они тащат на себе сено, которое весит 25-35 килограмм на спине. До сих пор есть такая тема высоко в горах. А мужчине это стыдно делать. То есть это считалось позором. Или у нас есть очень тяжелые такие большие металлические кувшины с водой, которые таскает исключительно женщина. Мужчине, опять-таки, это вот делает что-то постыдное, что-то позорное. Западло по-нашему. Да. То есть вообще любую тяжелую работу делала женщина, потому что мужчину растили воевать. Ну и, соответственно, куда сейчас? Это передавалось с поколения в поколение. Сейчас уже там у нас, я говорю, воюют только в Инстаграм, в основном мужчины, да, это как бы... Но это сохранилось, это же культура, это же все передавалось. Ну и, соответственно, они привыкли к такому. Сын
Еще раз, да, вернемся к тому, что мама твой продюсер, и у вас получается такой семейный коммерческий проект. Насколько этот коммерческий проект выгоден? Я не знаю. Такие у меня просто спрашивают, что бизнесмен, что ли, чтобы тебе сказать. Ну, вы деньги зарабатываете? Ну, мы все тратим на то, что мы... Вот все, что зарабатываем, мы все время тратим. На что? Ну, контент. Контент стоит денег. Тем более я не люблю абы как. Я люблю хорошо. Я люблю контент, классно. ты имеешь в виду клипы? Клипы, музыка. Не только клипы, социальные проекты. Наши внутренние с мамой социальные проекты, не публичные. И, то есть много всего чего, на что как бы, мы хотим тратить деньги и тратим деньги. Тратить неправильная фраза. Вкладываем деньги. Мама, как продюсер, когда-нибудь говорила с тобой о том, что, Маниш, давай-ка ты сейчас возьмешь себя в руки, напишешь пару коммерческих песен, мы заработаем деньги, потом делай, что хочешь? Нет, ни разу. Она мне ни разу не говорила, нам нужен хит, нужна коммерческая песня, нужно тебя коммерчески как-то оправдать. Нет, ни разу такого не было. А что мама сказала, когда ты перестала участвовать Рукола с белыми волосами? Она увидела, что ребенку плохо, и хоть мама встряла в страшные долги на тот момент. То есть это было твое решение? То есть ты пойдешь с красивым голосом, с беленькими волосиками, дурацкие песни? Да. И ты говоришь, мама, я больше не хочу. Я сказала, все, я не могу больше, не могу, все, не хочу, не могу, все. А мама тебе не говорит, ну хорошо, а мы жить-то как будем? То есть, ну смотри, она в тебя вложила все, что у нее было? Нет, тогда она мне не сказала. Она мне сказала, что хорошо. Я говорю, я хочу найти себя, я хочу петь другую музыку, я знаю, какую мне музыку надо петь, это все не то. Это была очень, кстати, на тот момент инфантильная с моей стороны повестка, потому что потом, когда я соприкоснулась с реальностью, я хочу петь вот такую музыку, я поняла, что там как бы у меня очень много вопросов к себе. Я, оказывается, понятия не имею, что я хочу. А я тут всех взбаламутила. Маму посадила на долги. Как бы, что мне делать? И когда меня отпустили в свободное плавание, мама сказала, хорошо, иди, покажи, что ты хочешь. Покажи. И я показала спустя год. Она сказала, что это полное говно, и как бы можете прекратить заниматься музыкой. И она это говорила совершенно искренне, спокойным голосом. А это что был за концерт? Или ты дома пела? Нет, это был концерт, и я там просила каких-то знакомых мне помочь сделать этот концерт. Мы там, в общем, я согласна сейчас с мамой, что это было полное говно. Вот. Но мне так важно было тогда все усложнить и концептуализировать, и сделать все таким сложным, чтобы никто ничего не понял, потому что никто не поймет, что я не знаю, чего хочу. Поэтому я все должна усложнить. Примерно такими категориями я на тот момент мыслила. И все, и мама мне сказала, что, наверное, тебе нужно менять профессию, заниматься какими-то другими делами по жизни. Был удар сильный для меня. Я вообще была в шоке. Я думала, что такое невозможно сказать. И я думала, никто никогда мне это не произнесет. А мама это произнесла, и она была абсолютно права на тот момент это произнести. Вы не поссорились? Поссорились, я орала, плакала, говорила, что ничего не понимаете, вот это все. Но внутри я понимала, что она права. Внутри я понимала, потому что вот сейчас я точно знаю, что я делаю свое дело. Я вот, знаешь, вот прям вот этим местным понимаю, чувствую. Оно у меня всегда горит, каждый день горит. Хорошие новости горит, плохие новости горит. Я все время внутри горю. А тогда я все время пыталась спрятаться, знаешь, чтобы никто не увидел меня настоящим. Нужно петь на английском языке очень хорошо. Идеальный акцент должен быть на английском языке. На русском я не буду петь. Это попса. И самые честные песни у меня стали появляться только тогда, когда я начала писать на русском языке. Ты еще отказалась от контракта со звукозаписывающей компанией английской, с которой работал Том Йорк? Не, он не работал тогда. Я работала на студии, где работал Том Йорк. У меня была бы возможность, в принципе, работать на таких студиях и общаться с такими людьми, с которыми не только Том Йорк. Да, не со мной тут сидела. Сидела бы здесь Опра Уинфри, и ты бы говорила на английском. Я думаю, не получилось бы. Почему? Ну, потому что Опра нормальная. Да, я не про Опру. Не получилось бы добиться того, чего я сейчас добилась. Свободы, независимости этой. Поверь, я себя чувствую очень свободным человеком. Очень свободным человеком, создавая творчество в России. И я была бы очень несвободной, создавая творчество не в России. Абсурд, парадокс. Я вот живу с этим парадоксом внутри. Испокон веков, с ночи до утра, с ночи.
Ждем мы корабля, очень-очень. Ждем мы корабля, Бля. А что это? Встала и пошла, господи. А там тебе большие деньги, да, предлагали? Дело было не в деньгах. Там все стоило большие деньги, во-первых. Больше, чем здесь. Фунт намного сложнее. Там те же самые условия. Там... Ну, во-первых, я просто испугалась. Ну, просто засала. Ну, просто я не смогла выдержать, мое эго не смогло выдержать того, что на вот этом квадратном метре будет в 100 раз больше, в 100 раз талантливее людей, чем я. Ты хочешь сказать, что в Англии и в Америке молодых Нет, я могу сказать, что просто... Музыкантов больше талантливых? Нет, смотри, просто я живу тут, слушаю вот эту всю American music, вот это все, oh my god. Еду туда, такая, oh my god, я должна жить там. Приезжаю туда, а люди там родились. Люди там живут с этой музыкой всю жизнь. У них Битлз были. Понимаешь, как бы... Они не услышали Битлз с другой стороны. Битлз были у них. Это их ДНК. Они уже с самого детства другие. У них таксист будет слушать другую музыку. Там другого уровня попса. У них считается Эд Ширан, это Стас Михайлов, как бы вот, ну, условно, вот такими категориями. Они считают, что он очень поп. Очень поп. Ну, типа, о май гад. И, конечно, просто это разный уровень восприятия, разный уровень развития, да, как бы музыкального. Но здесь я сейчас не хочу сказать, что у нас тут совсем глушь. Нет, не про это. Здесь просто... Вот опять же, возвращаясь к конфликту Евровидения, почему она едет петь на русском языке? Потому что русский язык – это офигенный язык, на котором можно петь офигенные песни, которые могут слушать иностранцы. Потому что русский язык звучит нетипично для их уха, и это цепляет. И вот тебе и ответ, что мы все как бы пытаемся пародировать, да, как бы, исключая свою ДНК, не используя свою ДНК, не развивая. А сегодня, если мы посмотрим на музыкальный рынок России, энное количество крутых, талантливых, самобытных русских артистов. Топ-5. Хаски. 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 Я, кстати, подпишусь. Нет, очень много, сейчас скажу тебе. Ну, смотри, я тебе могу сказать сейчас не только, кстати, про современных, буду небольшим противоречием, но я еще считаю, что наша олдскульная музыка – это то, что пожалуйста, нигде нет. Ну, 5 главное набери. Альбом «Зеркало души» Аллы Борисовны Пугачевой. Что-то ты немного слушаешь. Ладно, на самом деле это классный срез русской культуры. Хаски и Пугачева. Что слушает Манижа? Хаски и Пугачева. Ну, я, кстати, согласна. Ой, блин. Я подпишусь. Почему ты так нервничала, когда ты исполняла песню Пугачевой на концерте в Гоголь-центре «Наша Алла»? Я даже сейчас встану. Ты же ревела перед исполнением и во время тоже. Слушай, ну это масштабная личность с невероятно сильной энергией. До последнего момента мне, Маниш, вот не хочешь спеть там на спектакле песни Аллы Борисовны Пугачевой, спектакль «Наша Алла»? Говорю, да, классно. Я знаю Аллу Борисовну Пугачеву, вот сколько я живу на этой земле, вот столько я ее и знаю. А поет она чуть дольше. Да, поет она чуть дольше, да. И я как бы, у меня все время вот как бы вот есть небо, вода, воздух, есть Алла Борисовна Пугачева. Вот прям такие вот у меня ощущения. Я никогда не вникала в нее так глубоко, потому что мы часто воспринимаем вот такие ценности, большие вещи, как небо, воздух, да, как должное. Да, вот так же, как и Аллу Борисовну некоторые воспринимают как должное. Ну, она как бы есть и есть, типа. И мы начали разбирать материал ее, нам дали полную свободу творчества. Все музыканты, артисты, участники этого спектакля делали все, что хотели с песнями Аллы Борисовны Пугачевой. И мне дали песню «Самолет». И я никак ее не могла спеть. Мне прямо она не нравилась. Вот она не заходила в меня. Как так? Почему? И на репетиции я поворачиваюсь на экран, и, значит, написано «Музыка и слова Алла Борисовна Пугачева». Песня «Самолет». И вдруг до меня доходит, о чем эта песня, когда певицы, музыканты, хорошо, исполнители. Пугачева, она до все. меня доходит каждое ее слово в этой песне. И я на репетиции уже прям почувствовала вот этот такой что будешь очень плакать. Сухой ком внутри.
Дальше мы все-таки спокойные, за кулисами ха-ха-хи-хи, там Саша Горчилин, Никита Кукушкин, как всегда, обнимаются, шутят и так далее. И тут Алла Борисовна Пугачева заходит. Как мы поняли, что она зашла? Зал начал аплодировать. И аплодировал с момента, как она зашла, до момента, пока она не села. И когда мы слышали эти аплодисменты, я тебе клянусь, все за кулисами замолчали и испытали такое волнение, типа, ё-моё, у нас там просто атомная бомба. Господи, мы такие идиоты, мы что, с этим будем выступать перед Аллой Борисовной Пугачевой? Вот всех это осенило, все просто побелевшие, там, валерьянка и так далее. И вот я выхожу на сцену, и вот она сидит, и я пою песню «Самолет». А ты ее увидела? Да, я видела ее глаза, она очень внимательно слушала. Алла Борисовна очень внимательно слушала. И я поняла, что я не допою до конца, я просто заплачу. У меня было 2 песни. И на второй песне у меня слетает база, ну вот эта вот штука, да, она прикреплена к базе, и чтобы я слышала в ушах свой голос и музыку. Она выключается каким-то магическим образом. И я не слышу себя. А представьте, что такое петь перед Аллой Борисовной Пугачевой. На сцене Гоголь-центра, где сидят все. Ты там тоже сидела. Кирилл Семенович. Все на меня смотрят. Ну, мы не видели, что у тебя слетела база. А я должна спеть еще песню, не слыша себя вообще. Вообще. И я в тот момент подумала, ну, ё-моё, Манижа, ну, камон, давай, весь свой профессионализм за все эти годы включи-ка. И я пела телом. У меня тело вспоминало мелодию и ноты. То есть частоту нот контролировало мое тело, не моя голова. Я когда допела, я за кулисами рухнула просто реально. Я просто не могла стоять на ногах. От шока, что я это сделала. От шока, что она аплодировала. И на следующий день, когда мы играли второй спектакль, это был самый унылый спектакль в нашей жизни. Потому что мы поняли, что вот этот фантастический спектакль, когда пришла Алла, был фантастическим, потому что пришла Алла. Потому что 90% энергии, которая была в зале и на сцене, это была Алла. Охренеть. После мы пошли в кабинет Кирилла Семеновича, и там, значит, было застолье, была какая-то еда, напитки, и была Алла Борисовна Пугачева. И вот мы заходим, я помню, что мы с Антоном Сивитовым выступали тогда, и мы заходим с ним вдвоем такие, вот так, за 2 колосика, вот так вот. И она так на меня посмотрела. Девочка моя, говорит, ты такая молодец просто. И начала меня обнимать, целовать. Слава богу, тогда коронавируса не было вообще. Вот, все можно было себе позволить. Мы начали записывать смешные видео. Она чудесная. Это видео факт. Она еще пришла к нам за кулисы, сказала всем спасибо. Ей так понравилась эта свобода, которая была на сцене. Эта легкость. Она говорит, господи, слава богу, не вот эти унылые вот эти песни. Мемориальные вечера. Да, мемориальные вечера, где поют одно и то же, в одной и той же интонации. А вот смотри, она существовала в гораздо более жестких рамках, чем ты. Как ты думаешь, она свободный человек? Да, она очень свободный человек. Поверь, я смотрела потом, вот благодаря этому спектаклю, вот опять же, да, когда мы все воспринимали нашу Аллу как нашу должное, как нашу, а когда мы погрузились в нее, я начала прям, знаешь, как вот расщепила все это творчество, поняла, что она себе позволяла очень много.
она была такой простой и одновременно такой невыносимо сложной, да. И она была для всех, вот для меня лично Алла Борисовна Пугачева ассоциация как вот такая мама. Она для всех чья-то мама. Вообще, кто бы как бы ни относился, она наша мама. Наша Алла, наша мама. Алла, наша мама, да. Ходят слухи, что тебе нужно поехать на Евровидение для того, чтобы выйти на международную арену и улететь из России навсегда. И стать международной певицей. Угу. Поэтому я пою Russian Woman на русском языке. Ну, да. они тебя как диковинку заметят. Ну, окей. Что ты про это скажешь? А что ты про это скажешь? Что ты про это бы сказала? Вот скажи. Я не знаю, я не еду на Евровидение, ты меня не позвала. Это бред, это все. Мне, например, немножечко некомфортно от того, что немножко происходит вокруг меня, потому что как бы мне возвращаться сюда, я не собираюсь там же оставаться. Я хочу продолжать работать и жить в этой стране. А теперь давайте каждая из нас, из вас. Из нас тоже. Ладно, из меня теперь тоже. Мы с другой стороны начнем с Васи. Окей. Мне страшно, да. Не бойся. Кто такая русская женщина? Перед тем, как сюда прийти, я думала, что это женщина, которая говорит и думает на русском. Но я поняла, что это не так. Потому что русская женщина, она может говорить на русском, но она может думать на любом языке. На другом. Русская женщина – это сильная женщина. Русская женщина – это смелая женщина. Русская женщина – это женщина, которая любит Россию, но иногда ее не понимает. Линда? Умом России не понять. Вообще, да. Аршина, в общем, не знаю. Кто такая русская женщина? Мне идет слово «волевая». Я соглашусь с определением «сильная». И мне хочется сказать «масштабная». И я думаю, что это про энергию. Вот, наверное, про энергию. И вот про широкую душу, про вот какую-то такую энергию жизни. Но мне кажется так. Я, короче, сейчас загуглила. Я загуглила, и знаете, что там написано? Там написано, что русская женщина – это самая красивая. То есть... Википедия? Да, вот нет, там куча разных статей написано. Русская женщина это очень красивая женщина, у нее там в приоритете семейные ценности и все такое. Мне кажется, что нет. Мне кажется, что русская женщина это гораздо более... Это гораздо более широкое понятие, чем там просто красивая, семейная. Почему женщины же могут разными быть? Они могут быть в общем понятии некрасивыми. Вот мне, например, часто пишут, что я страшная. То есть я имею в виду, что мы можем быть некрасивыми в общем понимании каком-то, да, в чем-то понимании там. И мы можем не хотеть семью, это нормально. Вот. Мне кажется, это гораздо более широкое понятие. Я, наверное, соглашусь, что очень сильная женщина ввиду культуры, ввиду традиции. Это очень сильная женщина, стойкая, к сожалению, сильная. Потому что, наверное, сильной стать пришлось. Вот. Русская женщина – это достаточно разная женщина, мне кажется, все мои подтверждения этому. Вот. Как там, фонтан чего мы? Фонтан любви и дружбы народа. Вот самое, мне кажется, классное понятие. Я считаю, что русская женщина – это женщина, сила любви которой, в принципе, в состоянии построить города, разрушить города, справиться с любой несправедливостью и исправить любые недоделки. Вот именно сила, такая мощь любви. Это, мне кажется, очень типично для этой территории. Окей. Ваша. Ты готовилась. Мне Да нет, на самом деле она говорит о себе, на самом деле. Каждая из вас на самом деле говорит. Мне так жалко, что русская женщина это обязательно сильная. Почему жалко? Мне жалко, Нет. потому что это значит, что ей пришлось стать сильной. Потому что... Вы не понимаете? Круто, что почему она захотела? Захотела, Если бы она жила бы в комфортных условиях вообще в целом, ей бы не хотелось. Зачем? Подожди, а вот почему ты стала вот такой, какой ты стала? Я так понимаю, что у тебя в жизни не было истории про насилие, про твое личное какое-то. Нет. А как бы... Но вот ты почему-то вступила на эту дорогу, и в моем понимании ты точно сильная.
Ну, почему? Потому что я не мирюсь с несправедливостью. А тебя никто не обижал. Нет, я выросла в этой среде. Вот, но опять же, вроде как лично тебя... я так понимаю, что ты из комфортной... Ну, если мы берем слово комфортно, ты из комфортной семьи. Ну, так, понимаешь, я могу себе это позволить. Вот, но, например, ты могла позволить себе сильной быть? В том смысле, сейчас объясню, в том смысле, что я вынуждена была так, потому что я хочу с этим бороться, потому что я живу в некомфортных условиях. Мне не надо было быть сильной, и не надо было, на себе это все тащить. Ты не определяешь себя как сильную, если бы ситуации насилия не было бы. Вот это классическая история. Не определить себя как сильную, являясь очень сильной. Это очень про русскую женщину. Да. Русская женщина? Русская женщина, вы знаете, она настолько героически твердая и сильная, что порой, когда она видит какую-то проблему, которая на нее сейчас вот идет там, из мужского мира, неважно, но чаще всего, когда особенно у нее есть сын, например, да, она начинает думать о том, что я здесь промолчу не потому, что я боюсь или я себя чувствую жертвой, но потому что я же, знаешь, я скажу, это его заденет, ему будет тяжело. А я я это переживу, я очень сильная. Ну, то есть очень часто я видела этот парадокс, что молчание не из чувства «я не способна», а из чувства защитить. Прикинь? Ну, типа, из чувства стать этой стеной, независимо от того, как сложится твоя жизнь, и независимо от того, примут тебя или нет. Это вот ты все равно рано или поздно начинаешь влиять на что-то, чтобы кого-то защитить. И русская женщина еще тоже второй парадокс, 3-й, 5-й, 8-й. Короче, неважно. Еще один парадокс у нее есть. Я когда начала очень много путешествовать, я обратила внимание на одну уникальную вещь. Ты когда идешь в торговый центр или в магазин, и вот сидит перед тобой женщина, кассирша, раннее утро, ты покупаешь молоко. И вот она сидит, вот она никогда не скроет на своем лице, что ей вообще не всралось сегодня твое присутствие ей сегодня вот здесь. У нее муж пьет, ребенок, ей надо кормить, и то, и это. И вот она сидит, и ты «Здравствуйте!» и 120 рублей. И я раньше обижалась, я думала, как так, почему я улыбаюсь? Я еще 100 раз чувствую какую-то вину, что она так на меня смотрит, может, что-то во мне не так, и может злиться на меня что-то. А потом, когда ты начинаешь понимать ее искренность, вот эту, знаешь, unconditionally, как безусловную искренность. Вот ей безусловно не всралась. И она безусловно будет это показывать. И также ей безусловно хочется любить. И она также безусловно любить тебя будет до конца, понимаешь? Вот до конца. И вот ты с этой женщиной, она может тебе нахамить, она может тебе все... Ты с ней еще чуть-чуть поговоришь, а потом ты уже сидишь с ней за столом. И тут она тебе готовит самую вкусную еду. И вы с ней еще выпьете. И она еще тебе расскажет про всю свою жизнь. И обнимет тебя, и поцелует. Вот, наверное, русская женщина — это настолько сильная женщина. И нет, не потому что она вынуждена сильная, а просто потому что у нее с самого начала жизни есть этот фантастический ресурс. Откуда она его берет? От своих матерей, от своих бабушек, плохих, хороших примеров. Но она всегда знает, что она со всем этим одна может справиться. Марго? Я все время думаю о тезисе, об определении сильной, и думаю о том, что этому определению нужна всегда точка приложения. Русская женщина, она всегда против чего-то, вопреки чему-то, эту силу к чему-то прилагает. Так вот, мне все-таки на память приходит очень много русских женщин 2.0, которые выбрали для себя прилагать силу не против, не вопреки, а вот эту колоссальную энергию, этот ядерный реактор превратили в какую-то исключительно плюсовую силу и направили эти плюсы на кучу посторонних людей. И вот мощь, которая, как этот мирный атом, который становится мирным, вот эта мощь русской женщины, она действительно впечатляющая. Мне кажется, было бы классно дать большему количеству русских женщин возможность перестать бороться с чем-то, против чего-то, потому что эту энергию, если направить в мирное русло, это наступит дивный новый мир.
Класс. Я верю, что он наступит. Да. Ну, наверное, русская женщина — это я, это ты, это ты. Мы русская женщина. Как ты видишь себя через 10 лет? Не боящуюся экспериментов, желающую все время сделать что-то новое, интересное. Не застывшую. Мне очень страшно остановиться. Мама чихнула. Будьте здоровы, значит, все случится. Закашляла. Дать водички? Нет. Все нормально? Еще что? Мамин кашель. Надо маму. Чтобы также был мамин кашель, чтобы его слышать. Хочу его слышать. Я не хочу зачерстветь, знаешь, вот это. Зачерстветь, извините. Я не хочу зачерстветь. Мне не нужны подробности, но я хочу понимать все-таки состояние. Ты сейчас человек, который влюблен в кого-то, или ты одна, как колосок, бьешься со всем миром? Есть кто-то, кому ты можешь поплакать в плечо? Да. Как ты улыбаешься. Как ты улыбаешься. А значит, действительно все хорошо. Да. Ты планируешь в этом смысле, как женщина, не только как музыкант, свою жизнь вперед на 10 лет? Да, я хочу детей, хочу дочь, как минимум. И сына тоже хочу. Я хочу много детей вообще. Хочу, чтобы у меня было их очень много. И тогда вы Russian Woman можете спеть тогда уже семейным коллективом. Семейным коллективом. Может ли женщина быть президентом России? Да. Если вдруг ты бы стала президентом России? Не дай бог. Что бы ты изменила? Я не знаю. Я бы точно думала о каких-то важных вопросах подростков. Знаешь, детей, чьи вопросы нам кажутся, камон, ребят, это же банально, это же абсурдно. Я бы задала эти вопросы и попробовала бы на них ответить. Какой-то такой ответ. Но это не глобальный, конечно, ответ. Я не знаю. Я бы не хотела быть президентом. Никто не хочет. Проблема. Бедный президент. Просто никто не хочет быть. Милосердие или справедливость? Милосердие. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Правда. Карьера или любовь? Любовь. Любовь или Евровидение? Любовь. Мы на Евровидение мы все равно поедем. Потому что любовь. Точно. Все, супер. Снято.